«Ивановец» – большой ракетный катер проекта 1241 «Молния», предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных транспортных средств и судов в море, пунктов базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало видео и некоторые детали уничтожения морскими надводными дронами «Камикадзе» ракетного катера «Ивановец» Черноморского флота РФ. Военный корабль ночью получил прямые попадания в корпус, после чего затонул, сообщила военная разведка. Она опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент удара, за которым последовал большой взрыв. Атака была совершена сразу несколькими дронами, последовательно поразившими российский военный корабль, в результате чего он затонул. Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, корабль был потоплен вблизи озера Донузлав, возле оккупированного Крыма. На видео отлично видно, как первый дрон приближается к корме ракетного катера, пытающегося оторваться и который безрезультатно ведет по нему огонь. После первого удара последовал второй, после чего «Ивановец» остался без хода. Далее дело завершили еще несколько морских дронов «Камикадзе», последовательно поражающих в борт. После этих ударов корабль получил значительный крен и начал тонуть. Но чтобы не было возможности его спасти, дело завершили еще одним ударом, и далее еще один дрон уже фиксировал поднятый вверх нос «Ивановца». Таким образом, в этой атаке на одну цель было выделено от 6 морских дронов. Российская поисково-спасательная операция в этом районе не увенчалась успехом. Никаких слов об инциденте от российских властей не поступало. Но в российской Википедии ракетные катера проекта 1241 отмечено, что «Ивановец» затонул 31 января 2024 года после поражения безэкипажным надводным аппаратом, который способен двигаться по поверхности воды без наличия экипажа на своем борту. Также российский военный блогер «Военкор Котенок» писал в Телеграм, что лодка затонула после 3 ударов военно-морских беспилотников. Некоторые особенности корабля, видимые на видео с беспилотника, соответствуют характеристикам «Молнии» по классификации НАТО «Тарантул» проекта 1241 класса ракетных катеров, находящихся на вооружении ВМФ России и других стран, к которому принадлежит «Ивановец». К этому классу относятся расположение мачты и датчиков на вершине главной надстройки, а также большой радиолокационный купол на вершине мостика. Главное разведывательное управление Украины сообщило, что катер был уничтожен военными специального подразделения «Группа 13» в озере Донузлав, морской бухте на западной стороне Крымского полуострова, где находится военно-морская база. В сообщении также говорилось, что стоимость корабля составляет около 65 миллионов долларов. Представитель Министерства иностранных дел Александр Щерба назвал нападение впечатляющим. Украина добилась ряда успехов в войне на Черном море, и вокруг него, повредив или уничтожив российские военные корабли, несмотря на отсутствие собственного флота. В декабре Киев заявил, что уничтожил большой десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии в Крыму, и Россия подтвердила, что корабль был поврежден. А в апреле 2022 года, через пару месяцев после вторжения России в Украину, Москва, флагман Черноморского флота России, был поврежден и в конечном итоге затоплен украинскими ракетами. После ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре прошлого года спутниковые снимки показали, что российский военно-морской флот перевел большую часть своего Черноморского флота из Крыма в российский Черноморский порт Новороссийск. Разберем детальнее «Ивановца». Он был заложен 4 января 1988 года
на Средненевском судостроительном заводе, спущен в 1989 году и в том же году вступил в состав Черноморского флота. Его максимальная скорость составляет 41 узел, а экипаж – 40 человек. Главное оружие ракетного катера – 4 пусковых установки противокорабельных ракет 3М-80 «Москит». Противокорабельная крылатая ракета «Москит» после пуска делает горку, а затем снижается до маршевой высоты полета около 20 метров. Далее при подходе к цели происходит снижение до 7 метров. Ракета имеет дальность поражения до 120 километров, а за счет высокой скорости и внушительной боевой части в 150 килограммов «Москит» способен потопить корабль среднего класса. В носовой части катера расположена автоматическая артиллерийская установка АК-100 76М калибром 76,2 мм. На надстройке в кормовой части располагаются две 30-мм автоматические скорострельные артиллерийские установки АК-630М. Сравнение ракетных катеров проекта 1241 с германскими ракетными катерами проектов 143 и 148 показывает, что по возможностям управляемого ракетного оружия комплекса противокорабельных ракет «Москит» они имеют преимущество, но уступают по возможностям ПВО, в особенности после принятия на вооружение последних ЗРК самообороны СИРАМ. Итак, в результате слаженных действий украинских военных был уничтожен ракетный катер «Ивановец» стоимостью $65 миллионов. Это очередное свидетельство эффективности применения Украиной беспилотных летательных аппаратов в войне на море.